Всем привет! Сегодня мы вам расскажем, как можно сделать домашнее вино из груш. Мы возьмем книгу рецептов 1967 года. Рецепта из груш в этой книге нет, поэтому возьмем за основу рецепт из яблок. Кроме груш нам еще понадобится 3-литровая банка, и сахар и марля. Сначала выбираем спелые груши, которые нужно очистить от загрязнений. Для 3-литровой банки нужно около 2 килограммов груш. Вырезаем испорченные места, удаляем хвостики и серединку груши. Вся посуда, используемая для изготовления вина, должна быть чистая, без сильных запахов. Лучше всего стеклянная или эмалированная, чтобы она не вступала в реакцию с продуктом. Мы будем использовать кастрюлю из нержавейки. Далее груши нужно измельчить. Это можно сделать при помощи мясорубки. Мясорубки у нас нет, поэтому перетираем груши на терке. Такой продукт, как сок груши, не очень подходит для виноделия. Поэтому мы попробуем немножко улучшить его качество при помощи чего-нибудь сладкого, это, к примеру, пару фиников, и чего-нибудь кислого, зернышки граната и лимон. Еще лучше было бы подсыпать немного изюма или винограда, это улучшает качество брожения. В самих грушах мало сахара, поэтому лучше всего добавить 150 грамм сахара на каждый литр и пол-литра воды. Все это тщательно перемешиваем, накрываем марлей от мошек и ставим в теплое место на 2-4 дня, пока не появятся явные признаки брожения. Время от времени, пару раз в день, смесь рекомендуется перемешивать. Потом отжимаем полученную смесь и добавляем 100-150 грамм сахара на каждый литр отжатого сока. В качестве эксперимента мы добавили в полученный сок немножко арбузной мякоти. А из жмыха вышла отличная ловушка для муравьев. Теперь нужно закрыть сок в банке, чтобы не было доступа воздуха. Для этого используется стандартная крышечка с трубочкой. Крышечка тщательно обмазывается пластилином для полной герметизации. Трубочка же опускается в банку с водой, и если вы все сделали правильно, оттуда будет выходить лишний воздух. Если брожение не очень сильное, воздух из трубочки может выходить через несколько часов. В нашем случае это произошло на следующий день после установки. Теперь нужно следить за тем, чтобы не произошла разгерметизация, и наблюдать, когда закончится процесс брожения. Заканчивается он обычно через 20-50 дней, и тогда просто перестают в воду поступать бульбашки, и этот процесс можно считать законченным.